Что ж, очередной пульт очередного high-end устройства, от очередного high-end устройства, от очередного high-end производителя, казалось бы, но не все так однозначно. Да, потому что я уже видел, ну и мы вместе видели австрийский high-end, немецкий high-end, японский high-end, чуточку китайского, конечно же, американский high-end, еще где-то был швейцарский, но это будет чуть-чуть попозже. А вот это французский high-end под названием Callisto. Ну, по крайней мере, фирма называется Callisto, а вот устройство рядом со мной Callisto DreamPlay XC. И вот эту штуковину, которая притягивает взгляд, действительно своим вот внешним видом и дизайном, сложно назвать каким-то одним словом. Поэтому там пишется наименование этого продукта через тире или дефис, надо бы подучить правила. В общем-то, проигрыватель, стример, ЦАП или интегральный проигрыватель. В общем-то, все внутри. Но не будем забегать вперед, а начнем, как обычно, по порядку. И что же такое Callisto? Есть французская фирма Metronome, которая делает достаточно неплохие, хорошие продукты в виде проигрывателей и ЦАПов. Но они более сдержанные по своему виду. То есть стандартные, там прямоугольные, как Айон, например, да, или как вот Каин, прямоугольные такие штучки, коробочки, и оно все красиво, симпатично выглядит и хорошо играет. Потом они такие думают, может, давайте что-нибудь поэкспериментируем, сделаем что-нибудь новое. Но они делают что-то новое. Открывают фирму Callisto, точнее свой саб-бренд, и начинают творить более свободно, экстравагантно и симпатично. В общем-то, в хай-энде, да, сложилось такое вот правило сложилось, да, что все устройства должны выглядеть как-то, не только звучать классно, да, но и выглядеть очень интересно, потому что, все-таки high-end это в большей степени не какое-то там условно отлаженное фабричное производство, где каждый аппарат исключительно разработанный клон какого-то предыдущего аппарата. Нет, в high-end все в большей степени рукотворное, все пишется и придумывается с руки, без каких-либо там привязок к габаритам, размерам, массе. И этим он хорош. Не только, конечно, звуком, но и своим видом. Как и Callisto DreamPlay XC. Вообще у Callisto есть два вида вот этих вот проигрывателей DreamPlay. DreamPlay XC отличаются они просто наличием функции встроенного стримера. И, пожалуй, условно, больше всего. Кто хочет, берет, конечно, со стримером, кто хочет, берет без стримера. Вот эта версия со стримером, как уже понятно из названия, и даже сейчас вот с телефона по UPnP, через приложение, оно там все транслируется и играет. Кстати, я это, конечно, все отдельно покажу. Очень классно сделали временную полосу отображения, сколько же проиграло трека, в виде вот такой вот полосочки, которая идет вокруг сенсорного экрана. Мало того, что это экран такой, он кругленький, симпатичненький дисплейчик, мы такое уже подобное видели у Дэнди Агостино, да, с его круглыми индикаторами, а вот здесь вот экран, он еще и сенсорный. Очень круто, очень прикольно, можно еще и 3 заставочки поменять, 3 обложки, да, скринсейвера, фона рабочего стола, еще там куча всяких настроечек внутри. И вот глядя на это все, становится, конечно, сразу понятно, какую стоимость оно имеет и как оно должно играть. Вообще в интернете не так много, конечно, обзоров, а в особенности и видео об этих устройствах. И тем не менее, все равно какая-никакая информация про эти продукты есть. И вот все, кто это видел, слышал, сходятся в одном, что звучит оно потрясающе. Мне удалось перед записью этого видео прослушать и сравнить Callisto с продукцией Accuphase. Был Accuphase DC1000 и DP800. И вот сказать, что что-то звучало прям лучше, нельзя так сказать. Они, как я уже ранее говорил, что когда аппаратура очень высокого класса, уже сложно уловить какую-то разницу. Очень сложно уловить эту разницу, и оно играет действительно просто бесподобно. Какой диск не поставишь, с какой даже записью. Был забавный недавно случай, когда в дорогую систему установили не очень один
не очень дорогой компонент, а больше сказать прям дешевый, если сравнить остальную стоимость всех компонентов. И даже там оно играло невероятно, потому что вся остальная аппаратура просто вытягивала этот маленький дешевенький компонентик. Вот, поэтому в высоком классе невозможно найти аппарат, который звучал бы плохо. И мало того, что он звучит очень хорошо, он и выглядит очень хорошо. Вот можно заметить, да, огромный пласт условно стекла, но это какой-то композит, не совсем акрил, потому что производитель говорит, что это не акрил, это какой-то другой композит. Вот прям огроменная толстая плита на алюминиевом корпусе с красивой крышечкой. Все очень и очень хорошо. Обычно, конечно, итальянцы, да, выделяются своим стилем. Они всегда делают что-то очень симпатичное, но тут вот прослеживается небольшая аналогия с тем же трансротором, потому что у трансротора тоже что-то очень необычное по своему внешнему виду. И вот Калиста это то же самое. В общем-то, когда только его открыли, распаковали, я, конечно, ахнул от его внешнего вида и от его габаритов. Он тяжеленький, он весит, если мне не изменяет память, в районе 24 килограмм, как и его блок питания, который стоит позади меня. В отдельном блоке, который весит 21 килограмм, у которого, как принято, в качественной аппаратуре полностью разнесена схема питания и отдельно питается по 2 шинам, которые, кстати, нельзя перепутать благодаря сообразительности производителя Калисты. Да? Они сделали там специальные лепесточки, что один кабель в другой не вставишь. Штуковина достаточно неприхотливая в своей работе. Открыл, поставил, все, лоток вертикальной загрузки. Открыли, достали клемпик, поставили диск. Все, и оно все играет. Внутри проигрывателя есть целая куча наборов пресетов, как, чего, куда и декодировать звук. Их настолько много, что нужно потратить не один день, а то и может быть неделю, чтобы послушать их все и выбрать для себя самый-самый-самый подходящий. Потому что здесь вот реально целая куча всего и PCM, и всех любых кодировок и DSD, и еще какие-то специальные дополнительные обработки по сдвигам фазы, плюс еще можно регулировать вольтаж выхода. Вот сделали много чего, с чем можно поиграться, и это очень классно, потому что иногда бывает такое, что аппарат как-то хорошо, классно звучит, да, он вроде бы нормально там настроен, но чего-то вот не хватает, хотелось бы что-то поменять. Не то, чтобы там эквалайзером поднять немного низких частот, нет. А поменять даже те же самые свойства ресэмплирования аудиоматериала. Здесь это можно сделать, помимо того, как я уже сказал, что можно поменять три фона изображения этого рабочего стола. В общем и целом, внешний вид, набор внутренних встроенных функций, качество сборки, да, и схемотехника, на которой это все сделано, позволяет выдать вот этот качественный звук. Отличнейшая виброразвязка, полный набор любых интерфейсов, который нужен, ну, точнее как, RCA, XLR, USB, LAN, Wi-Fi и цифра. Ну, а в принципе, это в CD-проигрыватель больше ничего и не нужно, да. То, как только ты его включаешь, вот полностью растворяешься в его звучании. Чисто, прозрачно, мощно, хорошо. Вот, ну, опять-таки, недаром часто аппаратуру сравнивают с автомобилями, потому что и то стоит достаточных денег, и в том сложно заметить какие-то вещи, которые прям бросаются в глаза, но они есть, эти детали, и именно эти детали делают и ту категорию устройств, да, продуктов желанной, и ты понимаешь, что да, вот я это купил, мне это 100% нравится, я доволен. Вот DreamPlay XC это тот самый случай, когда покупаешь, включаешь, и больше не нужно ничего.